Вчера в Одесской области запустили салюты. Напоминаю, у нас салюты запрещены с 22 года, но люди не помешали, может быть, так отмечали День Победы, хотели отметить, я не знаю, но уже сказали, что этих людей ищут, кто запустил салюты. Всем привет из Одессы! Сегодня 10 мая 2025 год. Мы с вами сегодня бежим делать базар, посмотрим весенние цены на продукцию, на овощи, на фрукты. И также посмотрим реальную обстановку на сегодняшний момент. Я иду и смотрите, что я вижу. Какая красивая вообще, какое-то красивое дерево. Это акация, что ли? Просто разновидность таких лепесточков, листочков. Смотрите, это просто как гроздь винограда. Такое ощущение. Очень красивый такой куст. Он даже плетется, видите? Как виноград. Вот это класс! Красота! Фиолетово-беленькие. И очень-очень пахнет. Снова на Одессу движется туча. И следующие выходные, следующая неделя полностью у нас обещают, что будут дожди и будет такая же погода, как сегодня. Очень холодно, но это как по мне. Снова, в общем, мы подоставали все курточки, шапки, потому что довольно-таки прохладный воздух. Где-то 14 градусов всего лишь тепла, плюс еще ветер, плюс дождь может пойти. Сегодня выходной день и, конечно же, улицы оживленные, особенно возле рынков. Люди делают базар, либо же просто выходят на прогулочку, что-нибудь купить, пройтись. И знаете, мне так нравится, вот когда просто куда-то идешь, даже на рынок, например, всегда можно увидеть что-нибудь интересное, поднять голову вверх и посмотреть что-нибудь интересненькое. А почем клубника? 270, спасибо. Уже, конечно, подешевела клубничка. Вот, так это я к чему? К тому, что всегда можно что-нибудь интересненькое увидеть. Либо же вы идете на рынок, либо же вы идете на море. Если оглядываться, если смотреть, то можно и замечать что-нибудь хорошее и радостное. Как вот, например, вот этот куст, который я вам сегодня показала. Я думаю, что я 100% уверена в том, что мне напишут зрители, что это за куст. Мне кажется, что это какая-то акация, разновидность акации. Здесь вот голубей не обижают, насыпали им зернышек. И они дружно, мирно собрались и кушают, клюют. Как красиво! Скажите, небо, каштановое дерево огромное, цветущееся, храм. Очень красивый кадр. Вообще, когда цветут каштаны в Одессе, очень хороший такой сезончик. Так, 280 Греция, 250 Килия. Кстати, что хочу сказать по обстановке. Мне тоже писали в комментариях, расскажи, что у вас, есть тревоги, нет тревог. Действительно, с 8 числа или с 7, я уже не помню, если честно, точно, у нас ночью нет тревог. По-моему, 8 были тревоги днем, но все было тихо, спокойно. А вот ночи тихие, спокойные.
принципе, я не знаю, по всей Украине, везде так. Ну, наверное, не везде. Я знаю, Сумская область. Там как бы все по-старому. У нас, слава богу, тихо, спокойно. И вроде как говорят о том, что сегодняшняя ночь будет еще спокойно. По-моему, до 11-го. Типа такое перемирие. Здесь такая мелкая барахолочка у нас. Такой даже сервис есть. Что еще интересненького? Книжечки. На русском языке, прошу заметить. Потому что меня спрашивали, есть ли у вас книжки на русском языке, продаются ли? На барахолках полно. Матрешка интересная. И вот знаете, вроде эти ночи спишь спокойно, не просыпаешься без тревог. И вот спрашивается, неужели мы не заслужили на перемирие какое-то? На мирное небо. Сколько же это еще будет продолжаться? Сейчас опять снова говорят, не знаю, фейк, не фейк, о том, что 30 дней будет перемирие, возможно. Ну, я не знаю, если можно сделать 3 дня перемирия, 30 дней перемирия, то я считаю, что можно сделать уже постоянное перемирие. Может, я, конечно, не права. Не все, возможно, хотят мира и перемирия. Но в основном люди, которые обычные, простые люди, дети, старики. Я не знаю тех людей, которые сказали бы о том, что мы хотим еще продолжать это все. Кстати, летает пух уже. Я не знаю, вам не видно, наверное, на видео, но немного уже летает пух. Люди, у которых аллергия, конечно, сейчас будут страдать от этого пуха. Скажите, сколько этот столб здесь будет лежать? Я не знаю, но он просто уже покрылся травой. Сколько времени прошло? Скоро будет игра такая, найди столб. Притом при всем, что находится возле людного места, возле Макдональдса. И как-то никому нет дела. Вот здесь, смотрите, тоже голубям насыпали зернышки. И водичка у них тут есть. Здесь такой скверик неплохой. Я снимаю голубей, а мужчина на лавочке сидит и начал мне такую песню свистеть. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Это какую-то мелодию. Интересный. Так, мы прибежали сегодня на рынок. Здесь уже вовсю продают пиончики. Даже не раскрытые еще.
Боже, сколько людей. Просто. Я говорю, мало того, говорю, я на все 3 поддержки. Подешевели немножко цены, уже капуста по 50. Ну и Как что бы мы нам будем тут пройти? Оп, оп, оп. Я вам 60. А у вас курочка такого по нет, только маленький. Тебе это включить? Если бы... Собак жалко. Собак кормят. Книги страшные, за них не скучно. Людей любят, ломают. Это уже попахивает статьей. Я понял, хорошо. Все, уже клубничка пошла. Насыпная. 250 и 230. Но вкус есть. $120 молодая картошка, капусточка по 60 молодая. Здесь зелень, огурчики 75, кабачок 85. Боже, сколько сегодня людей, это же какой-то, я не знаю. Давно я здесь не была, не показывала вам цены. Морковка 70, лимонка 45, капуста молодая очень подешевела. Считайте, что в 2 раза. Вот тоже клубничка. Цены не вижу. Рассаду уже продают. Помидоры. Помидоры, по-моему, это рассада. Так, здесь клубнику прям берут. Взяла я полкилограммчика клубнички. 220. Неплохая, мелкая такая. Не скажу тоже, что сильно сладкая. Но, в принципе, уже не трава. Здесь вот колбасный хороший. Видите, сколько людей всегда. Это колбасу, где я беру тоже. У них и тут очередь огромная. Но я колбасы пока наелась. Поэтому пока не беру. Не, мы что все время берем. 215. Карп речной 130. Заяц, рыба-заяц 200. Посмотрите, сколько людей. Такое ощущение, как будто у нас скоро Новый год. Все люди вышли на базар, делать базар сегодня. Просто толпы людей. Люди соскучились за овощами свеженькими, плюс еще цены
упали. Уже более-менее адекватные стали. Поэтому и люди поперли на базар. Клэри. Это вроде хороший этот сорт клубники. Ой, чуть не врезалась. Просто везде очереди, везде. Я сюда в Измаиле когда. Так, в общем, я взяла еще полкилограмма клубнички, только другой, немножко подороже. Хорошая клубника, там, если мне понравится в этом году, я вам покажу, где я беру. Боже, цены на горох 600 гривен сейчас пока. Здесь, я знаю, хороший сыр у парня. Если кому-то будет интересно, можете обязательно зайти. В общем, кто подписан на мой телеграм-канал, знает уже о том, что я попала в ДТП. К сожалению, по такой глупости. В общем, как все было, рассказываю. Мы с Евой ехали после тренировки и решили заехать в магазин. На парковку нам надо было сходить в аптеку, в магазин зайти. В общем, так, я закрою окна. В общем, припарковались возле магазина, а там такая парковочка идет елочкой, знаете, то есть ваша машина упирается в другую машину, вот так оно все идет. В общем, я вышла из машины, вроде все хорошо, закрыли, мы ушли, возвращаемся, смотрю, мы пошли в аптеку, а потом шли обратно, и нам еще в магазин надо было сходить. Я так обернулась, смотрю, возле машины какие-то 2 человека стоит. Ну, думаю, мало ли, просто люди стоят, разговаривают. В общем, мы пошли еще в магазин с ней. Пока там походили, вышли с магазина, они стоят, эти люди снова стоят возле моей машины. Я такая подхожу, думаю, ну, в чем дело? Они, здрасте, здрасте. В общем, я забыла поставить машину с драйвера на паркинг и забыла поставить ручник даже. То есть я просто вытащила ключ и все. И моя машина покатилась в их машину. Слава богу, что там расстояние было, ну, небольшое, там все впритык, там максимум, ну, я не знаю, ну, вот так вот. То есть у них там вообще еле заметная вмятина была, но машина была Тесла. Естественно, знаете, не Жигуль, не Волга, не что-нибудь попроще, а именно Тесла. В общем, что делать? Я говорю, боже, я первый раз вообще в такой ситуации. Я говорю, я не знаю, как я так могла. Как мой мозг, ну, вернее, я догадываюсь, как, потому что это была другая машина, и получается, я то на той катаюсь. И в этой машине здесь не надо ставить паркинг, ну, здесь паркинг надо ставить, но не надо ставить ручник, как бы такое все. О, мужчина решил протереть свою машину. В общем,
И плюс еще я парковалась передом. Обычно я всегда паркуюсь задом. Когда ты задом паркуешься, у тебя как бы ты машинально... Ну, в общем, я себя не оправдываю, я просто рассказываю. Вот эти вот все тоже и стрессы, и недосыпы. Я не оправдываюсь, я просто говорю, что это все на нас влияет, и, конечно же, нужно быть аккуратно. Ну, в общем, они говорят, что будем делать. Я там позвонила тоже, говорю, можно составить европротокол. Это не нужно вызывать полицию. Но они говорят, нет, мы европротокол, они тоже кому-то позвонили, говорят, нет, мы в европротокол не будем создавать, они имеют право отказаться, так как они пострадали. Сейчас. И получается, говорит, ну, вы сейчас уедете, а нам этот европротокол, в общем, там, очень долго ждать компенсацию, давайте вызывать полицию. Ну, говорю, вызывайте. Потом, пока полиция ехала, то все, в общем, мы порешали. Полиция приехала, мы порешали, как бы без полиции, там, в принципе, небольшая вмятина была, небольшая сумма получилась, в общем, я им заплатила за это. Но дело не в этом, дело в том, что как я могла так сделать, я была в тумане или что, я обычно очень внимательна. То ли потому, что это уже был вечер, я накануне ночь не спала, я не знаю, что повлияло на то, что я могла так сделать. И когда я начинаю об этом думать, что бы могло случиться, я же на море ездила, ну, получается, я приехала на море, там, получается, обрыв. Если бы я на море не поставила бы на ручник, машина могла бы покатиться в кювет. Здесь бы, если бы эта машина не стояла, машина могла бы покатиться бы, я не знаю, там, в ребенка, в человека, просто. Понимаете, насколько, конечно, когда ты водишь машину, насколько нужно быть осторожным, внимательным. И транспортное средство — это тоже такое опасное дело на самом деле. Все-таки нужно более все проверять. И теперь, знаете, у меня такая даже мания. Я когда оставляю машину, мне теперь кажется, что я что-то не сделала, что я опять что-то не поставила, ну вот такое вот. Но слава богу, что все обошлось. Но это неприятно, и я долго от этого отходила тоже. Была, конечно, в поникшем настроении, но слава богу, что все закончилось вот именно так, как закончилось. Теперь я, наверное, на всю жизнь запомню, что насколько это важно, что все, когда ты уходишь с машины, оставляешь ее на стоянке, насколько важно все проверить, не спешить, а просто спокойно все проверить. Вот такая вот, ребята, история. Пишите вы свои истории, какие у вас, может быть, у вас тоже были какие-то такие случаи, где вы там, может, с кем-то черканулись, или, ну вот, пишите ваши случаи, мне тоже будет интересно почитать. Всем мира, всем добра, берегите себя и до новых встреч. Пока.